Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить, выпекать ржаной хлеб. Для этого мне нужна закваска. Закваску я делаю сама. Она у меня из ржаной цельнозерновой муки. Закваска прекрасная. Я наконец-то через 3 года добилась и узнала секрет, как делать закваску, которая мне подходит. Прекрасно получается из нее хлеб из ржаной муки, из пшеничной муки. Итак, мне понадобится 30 грамм ржаной закваски для того, чтобы сделать нам опару. Простите мне 2 лишних грамма, они никакой роли нам не играют. Добавлю теперь цельнозерновой муки крупного помола. Мука ржаная 120 грамм. Плюс-минус 1-2 грамма, даже не обращайте внимания. Ничего страшного не случится. И 120 грамм обыкновенной холодной воды. Воду я беру самую обыкновенную из-под крана. И добавлю несколько изюминок. Это по желанию и не обязательно. Все хорошо перемешать, накрыть нашу опару и оставить ее как минимум на 12 часов. Все зависит от температуры помещения, от качества муки, от того, какая у вас закваска. Накрыла и на кухне. На кухне у меня довольно-таки прохладно, где-то градусов 20. Прошло у меня 16 часов, и опара как раз получилась такая, как мне надо. Посмотрите, какая она красивая, пузырчатая, поднялась в 2 раза в объеме. Все хорошо, теперь я перемешаю. В воде сразу растворю соль. Воды 200 грамм. Все в граммах. Опара. Вода с солью. И все хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Изюминки, которые у меня были, я оставлю. Здесь у меня 3 вида муки. Ржаная цельнозерновая крупного помола, мелкого помола ржаная по 100 грамм и 50 грамм обыкновенной пшеничной муки. Еще я добавила туда 1 чайную ложку молотого кориандра. Все хорошо перемешать. И здесь, смотрите, тесто должно получиться вот такой консистенции. Даже можно чуть-чуть пожиже. Количество воды зависит от качества вашей муки. Опять все накрыть. И оставить на расстойку. Опять же, зависит от температуры вашего помещения. Как я уже говорила, на кухне у меня довольно прохладно. И, скорее всего, мне понадобится больше 2 часов. Вам, возможно, понадобится час или 2. Как понять, что тесто готово, вы увидите на поверхности маленькие пузырьки. Маленькие дырочки, откуда выходит газ. В конечном итоге у меня прошло 2,5 часа. Посмотрите, сколько дырочек.
Тесто хорошо бродило. Форма у меня самая обыкновенная для кексов. Я ее смазала сливочным маслом, присыпала той же самой ржаной мукой. И теперь буду выкладывать туда тесто. Все я делаю руками, смоченными водой. Все выложили и теперь немножко утрамбуем. И здесь уже как хотите, можете утрамбовывать или руками, или помощниками кухонными. Я лопаточкой утрамбовываю, периодически смачивая ее водой. Сильно увлажнять тоже не надо. Утрамбовали хорошо, чтобы у нас не было пустот. Придали форму, которая вам нравится. И оставили опять на расстойку, примерно на час, на полтора. Не бойтесь, даже если вы забудете и пройдет больше времени, с тестом ничего не случится. Оно не перекиснет, как говорят многие. Все хорошо разровняла. Накрываю пищевой пленкой и оставляю. Опять же, на своей холодной кухне. За полчаса до готовности теста нагреваю духовку. Посмотрите, какие дырочки на поверхности. Тесто поднялось. В духовку я предварительно поставила маленький противень с водой, чтобы образовался пар. Немного сверху порошка кориандра и семян кориандра. Это не обязательно делать, но мне очень нравится вкус кориандра. И при температуре 250 градусов на 10 минут. Затем температуру я понижаю до 210 градусов. И 40-45 минут выпекаю без пара. Хлебушек готов. Красавец. Корочка твердая снаружи, но не деревянная. Конечно, у него есть трещинки. Извините, я не кондитер, я не пекарь. Я обыкновенная женщина, которой нравится готовить. Хлебу дать нужно полностью остыть. У меня прошло 5 часов. И посмотрите, какой он внутри. Запах прекрасный, мягкий, корочка снаружи, хрустящая, но не дубовая. Хлеб получается очень прекрасный. Видео про закваску будут у меня под видео и в описании. Всем спасибо за просмотр. Готовьте с любовью и удовольствием. До новых встреч и приятного всем аппетита!